Всем привет, с вами Мария Лэнд, и сегодня мы с вами будем делать новогодний DIY, который будет отличным подарком к Новому году, а также украсит ваш рабочий стол. Давайте же начнем. Для начала нам понадобится две втулки от туалетной бумаги, вот так все просто. Маркером нужно наметить вот такие вот полосочки 6 сантиметров, плюс-минус ровненько, и потом вторую втулку можно вот так вот подложить, крутить ее как раз и отмечать такими рисочками полосы. Далее можно провести одну сплошную линию, можно оставить, в принципе, рисочки, здесь уже не имеет значения. Суть в том, что нужно подложить любой твердый предмет в эту втулку, к примеру, клей-карандаш, и вырезать по этой линии как раз можно скальпелем, можно как-то ножницами, чем вам удобно. Нужно отрезать этот кусочек, который мы как раз обводили. Будьте осторожны, не повредите себе ничего. У нас получается две такие вот штучки из одной втулки. Далее мы берем любую картонку, любой твердый, да, вот этот вот картон, который у вас есть дома, и обводим кружочки втулки. У нас получилось два кружка, которые мы соединяем в один. То есть получается такой вот овальчик, длинный вытянутый овальчик. И далее, конечно, ножницами мы его с вами будем вырезать. Вырезаем все это аккуратненько. Так, после того, как мы вырезали две картоночки, вот такие вот получается, у нас ставятся на них втулочки. Вот, это уже выглядит очень интересно. Далее нам понадобится красная бумага, может быть самоклеющая, может быть любая. Нам нужно отмерить 5,5 сантиметров, ширину как раз вот эту полосу мы ее отрезаем. Далее мы оборачиваем нашу втулку, оставляя немножечко там вот прорезь, да, для того, чтобы мы смогли эту полоску намазать клеем, полностью хорошо ее проклеиваем. Далее мы ее будем сворачивать в такую вот рулечку. Для чего? Объясняю. Для того, чтобы поместить ее как раз внутрь нашей втулки, и она занимала внутреннюю часть, то есть внутренняя сторона втулки была красного цвета. Это делается, чтобы то, что у нас получится, было лучше, красивее и аккуратнее. Имела презентабельный вид, скажем так. Это мы делаем в две втулочки. Далее берем любой быстро сохнущий клей, к примеру, клей-момент или клей-пистолет, если у вас есть, и приклеиваем на нашу вытянутую овальную картоночку две втулки. Одна поменьше, другая побольше, как раз где мы клеили внутри красненьким. Это все приклеиваем, даем клею схватиться. Ждем, сколько нужно для вашего клея подождать. Вот, подсушиваем немножечко. Так, можно прихлопнуть, можно поставить под компресс, и это сделаем, конечно, и со вторым тоже аналогом. У нас получается две такие композиции. Далее мы берем любой мягкий материал и вырезаем полоску в 10 сантиметров. У меня это вот фоамиран. Я очень люблю использовать фоамиран, потому что он мягкий, легко гнется. Вы можете использовать и фетр, в общем, все, что вам угодно, мягкое. Главное, чтобы это был материал мягенький. Опять же таки, красный цвет нам понадобится. Далее можно взять вату или марлю, или что-нибудь еще такое мягенькое. Нам это понадобится для того, чтобы набить внутренность нашей конструкции. То есть мы так вот немножечко раздербаниваем ватку и будем делать кругляшок. Кругляшок — это все собираем в такой вот хорошенький шарик, помпончик. Можно его в руках немножечко покатать, чтобы он принял кругленькую форму. И далее будем его как раз помещать вовнутрь нашей втулки, которая вот самая маленькая. Это мы делаем для того, чтобы дальнейший процесс был более прост, легче, и то, что у нас получится на выходе, наше изделие было более аккуратное и красивое. Запихиваем ватку, это очень классный момент, потому что это прям как будто антистресс мы наполняем. Здорово. Вот такая вот конструкция у нас с ватой получается. Далее как раз мы вспоминаем про наш фоамиран красного цвета, и нам нужно его как раз вот обклеивать, вращая нашу конструкцию вот таким вот образом, как показано сейчас вам на экране. Здесь проще показать, чем сказать. Мы его оборачиваем.
Вот так. Ну и дальше, конечно, все ненужное мы будем убирать, то есть мы запоминаем, сколько нам нужно материала для одной конструкции и сколько нам материала нужно для другой конструкции, правильно? Правильно. Заметили, обрезали, и теперь как раз получается ровно половинка. Да. Ну вот и все, приступаем к обклейке, мажем каким-нибудь быстро схвачиваемым клеем, титаном, суперклей моментом, клеевым пистолетом, все, что точно приклеит, и клеим фоамиран прям поверх наших втулок, картонок. Хорошо пальчиками главное прижимать, чтобы клей схватился. Вот, и оставляем эту конструкцию на какое-то время подсохнуть. В принципе, здесь ничего сложного нет. Пока идет процесс обклейки, еще раз скажу, что такой новогодний DIY отлично послужит подарком для ваших друзей, семьи, а также может послужить отличным приспособлением вам и украшением вашего рабочего стола, потому что за рабочим столом мы проводим очень много времени, мы за ним и пишем, и рисуем, и работаем, и учимся, да, так что такая красота будет нас радовать. Заклеиваем потом фоамиран с фоамираном, правильно, склеиваем их друг с другом и получаем вот такую вот пока что не очень понятную субстанцию. Что дальше делать, сейчас расскажу. Мы загибаем там, где наполняли ваткой, вовнутрь фоамиран, и получается такой вот башмачок. Уже поняли, к чему это все делается? Фоамиран внутри мы тоже будем намазывать клеем, чтобы он, конечно, лучше схватился. Поскольку материал мягкий, он очень легко загибается, без всяких складочек, в этом проблем не будет. Просто загибаем, и он сам как бы ложится, распространяется. Далее мы их скрепляем вот таким вот образом. Можно прошить красной ниткой, можно еще как-то скрепить. Здесь, по сути, как вам больше нравится. Мне кажется, что скрепление ниточкой будет самым удачным и лучшим образом, особенно если вот завязать на узелки, чтобы наша конструкция никуда не разъехалась. Думаю, вот этот фоамиран сверху, когда уже обрезаем, понятно становится, что мы делаем с вами такие тапочки, башмаки Деда Мороза. Далее, самая моя любимая часть — это украшения. Здесь подойдут любые блестки, пайетки, все, что у вас есть, наклейки. К примеру, вот такие вот блестяшки, они достаточно длинные, стразики, да, их можно обклеить сверху любого цвета, просто кажется, что красные больше всего сюда с белым подходят, потому что это все-таки башмаки Деда Мороза, это у нас новогоднее, это у нас волшебное, и поэтому это будет очень здорово. Кстати, поставь лайк и напиши в комментариях, на каком моменте ты догадался, что это будут башмачки Деда Мороза. Мне очень будет интересно почитать. Также белыми стразиками можно украсить подошву, уже нижнюю, у этих ботиночек. Тоже очень удобно. Знаю, что такие стразики продаются в разных канцелярских магазинах, так что если увидите, берите. Нам эта вещь очень будет необходима, и в декорировании она понадобится. Стразы вообще очень здорово подходят на зимние украшения, на зимний декор, всяких таких вот DIY штучек, так что обязательно будем с вами использовать такие вот стразики. Получились вот такие замечательные башмаки Деда Мороза, очень легко делаются, вы сами все видели. И далее мы продолжим их декорировать. Декорировать мы продолжим. И что отличает башмачки Деда Мороза? Это помпончики. Сейчас как раз показан самый простой способ делания помпончика. Это когда мы наматываем нитки на вилку. В данном случае белые помпончики будут, поэтому нитка взята белого цвета. Вы можете тоже взять любого цвета нитку. Здесь, я думаю, слова излишние, просто несколько раз можете пересмотреть этот момент, как сделать помпончик. Здесь нужно вот перевязать, а потом уже обрезать ножницами внутренние части ниточек. Просто советую, кто с первого раза не понял, пересмотреть этот момент, потому что словами здесь особо не объяснишь, здесь нужно именно смотреть видео. Убираем все неровности, и получаются вот такие вот аккуратные помпоши, которые будут находиться уже непосредственно на наших ботиночках.
По-моему, это украшение отлично подходит для таких вот тапочек Деда Мороза. Завязываем как-нибудь узелком красивенько, вот это все дело можно бантик завязать, здесь уже у кого как душа ляжет, расправляем помпончик наш, и все, и обрезаем ненужную часть. То же самое мы делаем и со вторым. Это у нас такие тапочки-карандашницы получаются. На задний фон можно поставить настоящего Деда Мороза, можно нарисовать Деда Мороза. Эта конструкция очень устойчива, так что отлично будет смотреться на рабочем столе. Если тебе понравился этот DIY, обязательно напиши в комментариях. Не забудь подписаться на канал и напиши еще также в комментариях, если тебе понравился такой новогодний DIY и ты хочешь вторую часть. Ну а я с вами прощаюсь. Ловите момент. Была с вами Мария Лэнд. Пока-пока.